Здравствуйте, товарищи! Хочу поздравить вас с прошедшим уже Новым годом и уже, опять же, с прошедшим Рождеством, пожелать вам счастья, удачи и всего самого лучшего. Но у нас продвижение. Мы сделали двухточечные коленные суставы, которые внутренние будут тоже продолжены до конца ноги. Пока еще этого нет. Сделали ступни. В которые будут вставляться ноги в любой обуви, которая будет крепиться, опять же, в свою очередь, лыжными креплениями. Крепления отличия очень, так сказать, подошли. Что еще? Мы сделали спину, которая будет в одном месте сгибаться. Мы оставили спину несущую, поделили ее на два сектора, чтобы она сгибалась и тем не менее оставляла возможность распределить вес двигателя, который будет крепиться на центр тяжести человека. Двигатель будет закреплен примерно ближе к центру тяжести человека, где находится таз. Это нижнее сочленение спины. Верхнее сочленение будет сгибаться нормально. Баллон тоже будет крепиться на нижнем сочленении. Газ-лифты нужны для того, чтобы распределить нагрузку с бедер и перенести ее плавно на область крестца спины. Почему двойное сочленение коленного сустава? Для чего нужны двойные сочленения коленных суставов, лодыжки и так далее? Все это будет продолжаться и делаться, наращиваться. Но для того, чтобы вся нагрузка все равно пойдет на ноги, потому что мы будем делать приводы. Это будет самая подвижная часть, и она должна быть усилена, чтобы она разгружала и нагрузку полностью от всего экзоскелета, и чтобы поглощала, естественно, все нагрузки, которые будут приходиться на него извне. Так как мы не знаем, как эта технология в будущем себя поведет на моторе, который будет разгонять ноги, мы сделали специальную защиту на колени, что если мало ли что при падении, хотя бы защититься от него, чтобы колени себе не сломать. Естественно, здесь будут еще щитки дополнительные, здесь и здесь. Вы видели на предыдущих экзоскелетах, где была реализована грудная клетка, она была реализована несколько по-другому. За счет ремней просто экзоскелет, можно сказать, висел. На данном этапе мы решили соединить два возможных подхода технологии. Это кабина от силовой брони и крепление экзоскелета. Открывающаяся рама, в которую в принципе можно легко попасть, будет закрываться. Будет еще усилено. Здесь закрыто ребрами. Это можно сказать, что реплика человеческих ребер, так сказать, анатомическая система, которая сбоку защищает. Что еще можно тут добавить? Низ остался гибким, потому что нам надо сохранить возможность изгиба туловища, естественно, в области живота, потому что живот самое подвижное место, можно сказать, у человека. Вот. Чтобы была подвижность, снизу мы пока еще не ставили делать ребер, но потом, может быть, в будущем, конечно, это сделаем. Насчет плинтусной брони. Большая демонстрация. Так лучше. Волны все не заправляют. По крайней мере, демонстрирует подвижность.
Ну, как вариант. Сколько еще там можно? Попробуйте такое вот перед себя. Сомневаюсь, что вы помните. Двери вы уже видели? Какая там высокоамплитудная броня, да? Как там он делал? Так? Назад ногу задрать. Что надо? Балет в нем исполнять или что? Так можно. Причем посидеть не напрягает. Потому что всю нагрузку можно жрать семечки. На колено. Подошва регулируемого размера. Двойной коленный сустав с обеих сторон. Несущее бедро сзади. Компенсация нагрузки. Спина несущая, но развивающаяся. Теперь, когда слышишь, мягче звучит. Думаю, скорость увеличится раза в 2, когда мы приводы повешаем. Ну, потому что все правильно. Ручки, да? Туда, да грудь не закреплена. Я даже не дышу. Это классно. Еще раз вас с Новым годом и с Рождеством от Контрафакт студии. Я поздравляю. Счастья, удачи и здоровья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь видео. Вы очень поможете продвижению нашего канала. Заранее спасибо. До встречи. Впереди вас ждет еще много чего интересного.